И снова здравствуй, мой дорогой зритель. Сегодня у нас новостной выпуск, в котором мы заденем будущую операцию в CS2 и обсудим очередные проблемы в этой бренной игре. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Не знаешь, чем занять себя в первый месяц весны? Самое время испытать удачу и попытаться выбить классный скин на Hellstore, играя против реальных людей. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или же всеми любимый коин-флип, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбираешь значение и ждешь победного прокрута. И новиночка краш, которым ставишь значение, и если линия ее прошла, ты в шоколаде. Но если тебе не понравился скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также можно забрать и приз дня, выполняя несложные задания. Ну а при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Не теряй времени и переходи по ссылке в описании. Ну что же, для тех, кто не в курсе и, возможно, не играет в Dota 2, сегодня ночью вышло крупное обновление для этой игры, которое уж больно походит на операцию из Counter-Strike. А если сказать точнее, то видно, откуда разработчики черпали свое вдохновение. Тут тебе и магазин построен почти по той же схеме, как когда-то в CSGO. Да и карта миссий хоть и усовершенствована, но уж больно что-то напоминает, не так ли? А как насчет повествования в виде комиксов? Да-да, то же самое. И дело в том, что данное обновление для Dota действительно использует те находки, что были обнародованы еще с закрытой бета-версией CS2 и предназначались именно для нее. Только в Dota они теперь не какой-то участок кода, спалившийся в файлах игры, а полноценная реализация, которая должна будет появиться и в CS2 с ближайшим обновлением, так как движок у них один. Опять же, уточню, имеется в виду функции, которые дают возможность для реализации того же самого и в CS2. К чему в целом я говорю вам об этом? Дело в том, что это действительно приближает нас к операции именно в CS2 и дает хоть какие-то надежды на скорое ее появление. Учитывая, что о многих вещах в будущей операции мы узнали еще с бета-версии CS2, такие как кейсы с новыми агентами, многие скины, которые спалились, и даже идеи с кооперативными миссиями. Конечно, за такое долгое время сам контент мог быть переосмыслен, но то, что у разработчиков в планах выпустить операцию, это очевидный для всех факт. Кстати, есть небольшая вероятность, что Китай может в очередной раз случайно слить инфу об операции, как это уже неоднократно было. Они у себя на официальном сайте запустили календарь событий. Понятное дело, что события являются локальными конкретно для Китая, но прикол в том, что частенько они привязывают его к какому-то празднику или к будущему обновлению в игре, как, например, было с операцией «Хищные воды», и локальный ивент почти всегда анонсится заранее. Ну и, конечно же, коротко, почему так происходит и откуда Китай знает об этом заранее. Все, разумеется, из-за цензуры, и поэтому иногда Valve делится планами и даже материалами заранее, чтобы пройти цензуру в Китае. Так что, ребята, да, есть небольшой шанс, что они что-то спалят. Ссылочка на календарь будет в описании. Ну а теперь немного о грустном. С каждым разом подтверждается теория, которую я озвучивал в ролике про причину отключения античита. Из-за проблем, с которыми сталкиваются разработчики, все планы или какие-либо задумки по выпуску контента смещаются в числах. Мало того, что сейчас CS2 рассадник читеров, так и еще и с прошлым обновлением в очередной раз вернулся мертвый фриз. Да, это снова связано с распределением многопоточностью в процессорах. И да, данная ошибка возвращается уже в 3-й раз, что лишний раз тыкает в то, что переход проблемы старушки CSGO так и не решил. Так что если вдруг у вас стала зависать игра или крашиться, с вашим компом все в порядке. Это возвращение мертвого фриза. Ну а тем временем, пока разработчики испытывают проблемы со своей же игрой, пыль в глаза бросает в очередной раз Faceit, который чуть ли не становится самой безопасной площадкой для игры в CS2. А ведь разработчики из Valve хотели создать убийцу Faceit в виде премьера. Что ж, в итоге убийца убил сам себя. И пока разработчики чего-то стесняются выпускать, это делают почему-то другие. И пока они медлят, ситуация в игре, к сожалению, ухудшается. И на онлайн можете даже не смотреть. В принципе, 2023 год доказал, что спокойно наполнять онлайн могут фермерские боты. Так что нам
нам, ребята, только и остается держать кулачки и ждать. Ну и, разумеется, играть, увы, в фейсе. На этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!